Мы раздумывали, что делать, поехать на Багамские острова или развестись. В конце концов решили, что Багамы – удовольствие всего на пару недель, а хороший развод – на всю жизнь. Вуди Аллен. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, послушай, что он говорит о других. Единственный способ стать счастливым – полюбить страдания. Я услышал крики. Доел булочки, допил кофе и сразу примчался. Порядочность и честность – слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей. Я окончил курсы скорочтения и прочел «Войну и мир» за 20 минут. Там что-то про Россию. Не старость является самым верным признаком зрелости, а умение не растеряться, проснувшись на оживленной улице в центре города в нижнем белье. Успех брака не столько в том, чтобы найти идеального партнера, сколько в том, чтобы самому быть идеальным партнером. – 80% успеха – это появиться в нужном месте в нужное время. Если бы только Бог дал мне какой-нибудь ясный знак. Например, открыл счет на мое имя в швейцарском банке. Единственная разница между трагедией и комедией состоит в том, что в комедии люди находят способ справиться с трагедией. Конечно, юмор не может быть ответом на все жизненные проблемы, но он служит чем-то вроде лейкопластыря. Это уж точно лучше, чем все время ходить разбитым. Есть вещи похуже, чем грызня собак, когда одна собака не отвечает на звонки другой. Вечность – это утомительно, особенно под конец. Секс – нечто наподобие бриджа. Если у вас нет хорошего партнера, лучше иметь хорошую руку. Я убежденный пессимист. Я до сих пор делю людей на мерзких и жалких. Между любовью и сексом большая разница. Секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает. Можно дожить до 100 лет, если отказаться от всего того, ради чего хочется жить 100 лет. Я не то чтобы боюсь умереть, я просто не хочу при этом присутствовать. В Лос-Анджелесе мусор уже не выбрасывают, его перерабатывают в телешоу. Когда до моих родителей наконец дошло, что меня похитили, они не медлили ни минуты и сразу же сдали в наем мою комнату.
Я верю во всевидящее око, которое сверху наблюдает за нами. К сожалению, это правительство. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и оставайтесь со мной.